Дорогие друзья, всем привет! Сегодня проект АКАССА совместно с нашим партнером, этнокультурным комплексом «Этномир», решил посвятить сегодняшний выпуск одному из самых загадочных народов средневекового Турана – кыпчакам. Как и в случае со многими другими кочевыми этносами Евразии, существуют разные версии о том, откуда и когда появились кыпчаки. Так, например, русский географ и путешественник Григорий Грум-Гржимайло полагал, что кыпчаки являются потомками динлинов, древнего европеоидного народа, проживавшего на территории Южной Сибири. Немецкий тюрколог Йозеф Марквард в своих трудах рассматривал кыпчаков как этнос, принадлежащий к монгольской группе народов. А историк Василий Бартоль считал кыпчаков тюркоязычными монголоидами. По его мнению, кыпчаки сложились как народ примерно в то же время, что и древние тюрки, то есть 5-6 века нашей эры. И это, дорогие друзья, это только малая часть всего перечня версий о происхождении кыпчаков. Предлагаем же разобраться поподробнее и рассмотреть кыпчаков сквозь призму исторической хронологии. Как известно, само название народа нередко помогает пролить свет на его происхождение. В переводе с древнетюркского языка этноним «кыпчак» означает «несчастный» или «злополучный». Согласитесь, это довольно странно, если учесть, что само название народов обычно имеет положительный смысл. Первое достоверное упоминание о кыпчаках относится к середине VIII века. Так, в надписях на каменной стеле, посвященной уйгурскому Элетмиш Билге Кагану, говорится о том, что уйгуры победили тюрков и кыпчаков. Историкам удалось установить, что народ, который известен в истории как кыпчаки, ранее имел иное самоназвание – сиры. Сделаем экскурс в раннее Средневековье. Перед появлением Великого Тюркского каганата в V-VI веках в степях от Алтая до Великой Китайской стены кочевали многочисленные тюркоязычные племена, которых китайцы называли теле. Среди них наиболее многочисленными и сильными были два племени – это сиры и уйгуры. Когда создавался первый или Великий Тюркский каганат, сиры и уйгуры вошли в его состав как зависимые племена. А когда первый тюркский каганат пал в 630 году, сиры и уйгуры вступили в борьбу за власть в степи. Победа досталась сирам, которые создали свой каганат с центром на реке Толе. Однако уйгуры не смирились со своим поражением и обратились за помощью Китайской империи Тан. Китайцам было невыгодно иметь у себя на северных границах сильного противника в лице сирского каганата, и поэтому они поддержали уйгуров. В 646 году уйгуры и китайцы разгромили сирский каганат, и часть сиров покорилась уйгурам, другие же бежали на запад в земли восточного Притяньшаня. В 679 году восточные тюрки подняли восстание против Танского Китая, и их сразу же поддержали племена сиров. Благодаря этой помощи тюркам удалось сбросить с себя власть Китая и восстановить свое государство. А сиры заняли второе после тюрков место в племенной иерархии во втором тюркском каганате. Это положение было отмечено в памятных стелах правителей второго тюркского каганата, в которых правящий этнос назван как народ тюрк-сир. В свою очередь, давние соперники сиров, уйгуры, поддержали Китай. В длительной борьбе с Танским Китаем восточные тюрки потерпели поражение, и в 745 году второй тюркский каганат пал под ударами китайцев и уйгуров. Союзники тюрков, сиры, подверглись истреблению со стороны победителей, а уцелевшие бежали на Северный Алтай, получив от победителей уйгуров прозвище «кыпчак», что означало «неудачный, злополучный». Бежавшие на Северный Алтай сиры начали новую жизнь. Они объединили вокруг себя местные племена и создали новый племенной союз. В дальнейшем новый племенной союз, созданный сирами, стал именовать себя как кыпчаки. В конце IX века в степях к западу от Алтая образовывается новое государственное образование кочевников – Кимакский каганат. Кыпчаки входят в состав этого объединения и начинают расселяться по территории современного Казахстана. В начале XI века Кимакский каганат распадается, и кыпчакские племена получают самостоятельность и свободу действий. Кыпчаки заселяют обширное пространство степей Центральной Евразии или Турана от западных предгорий Алтая и до устья реки Дунай. Народности, которые проживали здесь, вошли в состав кыпчакских племен. Среди них были печенеги, хазары, аланы и булгары. Доминирование кыпчаков в степи продлилось около 200 лет, с 1030 по 1240-е годы. Благодаря этому земли, населенные кыпчаками, стали именоваться Дэшты-Кыпчаком, то есть Кыпчакской степь. Роль степи как место развития нашло отражение в одном из самоназваний кыпчаков. Так кыпчаки именовали себя Куман, что означает народ степи или пустыни, от тюркских слов кум – песок и ман – человек. В Европе же кыпчаков называли команы, а Кыпчакскую степь – Команией, то есть страной команов. У русских за кыпчаками закрепилось название половцы, от слова поле, что означает степняки.
Кыпчаки не создали единого государства, а образовали несколько самостоятельных союзов племен, каждый из которых принимал активное участие в политической, экономической и культурной жизни окружающего его региона. Так, к примеру, западные кыпчаки, которых русские называли половцами, были важным фактором в жизни народов Северного и Южного Кавказа, Восточной Европы, включая древнерусские земли, а также Византии. Восточные же кыпчакские племена, жившие на территории современного Казахстана, активно взаимодействовали со своими соседями – караханидами, каракитаями, хорезмом и государством енисейских кыргызов. Взаимоотношения кыпчаков со своими соседями были самые разные. Кыпчаки часто совершали набеги и опустошали владения Руси, Хорезма, караханидов, Венгрии, Византии и прочих. В мирное время кыпчакские племена торговали со своими соседями, а кыпчакские ханы роднились с русскими князьями, болгарскими и грузинскими царями, венгерскими королями и хорезмскими шахами. Кыпчаки прославились как воины, которых ценили за отвагу, смелость и верность слову. По этой причине многие правители средневековых государств хотели заполучить себе на службу кыпчакских богатырей. Например, кыпчаки добровольно нанимались на службу к иноземным правителям, халифам и эмирам мусульманских государств, грузинским царям, византийским императорам. Помимо найма была еще одна форма получения кыпчаков на военную службу. Давайте об этом поподробнее. Отсутствие политического единства у кыпчаков и постоянные междоусобные войны между кыпчакскими племенами обеспечивали постоянный приток пленников из числа кыпчаков на тогдашние международные рынки рабов. В мусульманском мире возник целый институт рабов-воинов, из которых формировали свои армии халифы и султаны. Таких воинов называли гулямами или мамлюками. Благодаря своим высоким воинским качествам кыпчакам удавалось сделать блестящую военную карьеру и достичь высших политических постов в разных частях халифата. Наиболее ярким тому примером может служить биография знаменитого египетского султана Бейбарса, кыпчака по происхождению, который в детстве был продан в рабство. Затем он стал мамлюком и затем уже правителем Египта. В Египте была даже целая династия бахритов, основанная мамлюками тюркского происхождения, в том числе и кыпчаками, которая правила страной в течение более 100 лет. Первая половина XIII века стала переломным моментом для многих народов и стран средневековой Евразии, в том числе и кыпчаков. Монгольское нашествие поставило финальную точку в истории кыпчаков и их страны Дэшты-Кыпчака. В преддверии нашествия монголов среди кыпчаков не было единства. Их племена были разделены на 7 самостоятельных группировок, или орд, которые нередко враждовали между собой. Все это играло на руку монголам. В 1219 по 1223 годы монголы подчинили себе восточную часть Кыпчакской степи, многие восточные кыпчакские племена покорились монголам и стали служить в их войсках. А в 1237 году монголы во главе с Батуханом начали завоевание западного Дэшты-Кыпчака. Западные кыпчаки или половцы оказали завоевателям ожесточенное сопротивление. Война монголов с ними продолжалась около 4 лет. Большая часть кыпчаков была перебита, и многие уцелевшие бежали на запад, в Венгрию и Болгарию. После завоевания западно-кыпчакские земли вошли в состав улуса Джучи, а уцелевшее от резни кыпчакское население ассимилировалось с прибывшими с востока монголоязычными и тюркоязычными племенами. Так завершилась 200-летняя история Кыпчакской степи и Кыпчакского племенного союза. Как и в случае со многими другими кочевыми этносами Турана, существуют мифологические предания о происхождении кыпчаков. Первый миф гласит о том, что вначале на земле появились первые люди, мужчины и женщины, которых звали Ай-Атам и Ай-Ва, и у них родился сын по имени Ай-Атам Кучук-Ири. В свою очередь, потомком последнего был Кучук-Ири Булчеи, от которого и произошли кыпчаки. Во втором мифе рассказывается о том, как однажды легендарный Огус-хан отправился походом против племени Ибарак. Хан расположился лагерем на острове, воины хана обшарили весь остров и нашли беременную женщину, муж которой погиб на войне. Женщина укрылась в дупле дерева и там родила мальчика. Воины сообщили об этом Огус-хану, хан сжалился и усыновил этого мальчика. Огус-хан дал ему имя Кыпчак, что происходит от слова кабук, которое на тюркском языке означает дерево со сгнившей сердцевиной. Ну и, наконец, согласно третьему мифу, кыпчаки являются потомками небесной волчицы, от которой произошли древние тюрки. Как известно, у волчицы были 10 сыновей, и от одного из них, которого звали Кыпчак, и произошли кыпчаки. Как и у древних тюрков и уйгуров, у кыпчаков существовал культ волка как священного тотемного животного. Эти культурные особенности, а также кочевой образ жизни обусловили воинственность кыпчаков. Кыпчаки считали, что настоящий мужчина должен быть воинственным и даже кровожадным воином. У кыпчаков существовал особый обряд воинской инициации. Мальчик только тогда становился мужчиной и менял свое детское имя на мужское, когда проливал первую кровь. Для этого нужно было убить животное или врага.
В религиозном отношении кыпчаки представляли собой настоящий калейдоскоп всех верований и конфессий, от шаманизма и тенгрианства до католичества и ислама, а порой даже и иудаизма. Что же касается физического облика кыпчаков, то к настоящему времени, благодаря археологическим и палеоантропологическим исследованиям, установлено, что первоначально кыпчаки или сиры были представителями южносибирского антропологического типа. После же расселения на обширной территории от Алтая до Дуная кыпчаки неизбежно смешивались с представителями местных этносов, вследствие чего у западных и восточных кыпчаков стали преобладать либо европеоидные, либо монголоидные черты соответственно. В период максимального расцвета Кыпчакского племенного союза в него входили помимо самих кыпчаков следующие племена: кымаки, канглы, огузы, токсова, аланы и башкиры. Даже язык кыпчакских племен подразделялся на два типа – западный и восточный. Каждый из них образовался в результате взаимодействия кыпчаков с соседними народами. Так, например, восточно-кыпчакский язык сложился в результате общения кыпчаков с енисейскими кыргызами и другими тюркоязычными этносами Северного Алтая. Западно-кыпчакский язык стал итогом культурного синтеза кыпчаков с племенами, жившими на западе степи – печенегами, булгарами, хазарами. Несмотря на то, что кыпчаки не сохранились до наших дней как отдельный самостоятельный народ, они сыграли огромную роль в мировой истории. Кыпчакские племена, наряду с древними тюрками, стояли у истоков основания Великого Тюркского каганата, а затем они сыграли важную роль в его падении и повторном возрождении. Да, кыпчаки не создали собственной огромной и могущественной империи, наподобие державы Хунну, Великого Тюркского каганата или Монгольской империи. Однако, как показала история, та общественно-политическая система, которую выстроили кыпчаки в форме племенных союзов, оказалась более устойчивой и долговечной. С 1030 по 1240 годы в течение целых 200 лет кыпчаки господствовали над обширными степями Центральной Евразии или Турана, благодаря чему ее прозвали Дэшта-Кыпчака. В культурном плане кыпчаки были последними представителями так называемой курганной культуры, начало которой берет еще от древних скифов. Памятники материальной культуры кыпчаков — это погребальные курганы и каменные изваяния, балбалы, распространены от Алтая до Дуная. Будучи грозной военной силой, кыпчаки были серьезным военно-политическим фактором, который сотни лет влиял на жизнь соседних народов и стран Восточной Европы, Северного и Южного Кавказа, Юго-Западной Азии. Кыпчаки совершали набеги на своих оседлых соседей, что сказывалось на их хозяйственной и культурной жизни. Кыпчакских воинов ценили за отвагу, смелость и преданность. Многие правители привлекали кыпчаков к себе на военную службу. Так, например, грузинский царь Давид IV Строитель и венгерский король Ласло IV Кун при помощи кыпчаков укрепили свою единоличную власть в своих странах, подавили сопротивление знати, что в итоге способствовало централизации их стран и их экономическому и культурному процветанию. Кыпчакские богатыри служили в войсках мусульманских правителей Хорезма, Египта и защищали эти государства от монгольских завоевателей. По иронии истории, кыпчаки потерпели поражение от монголов и утратили свою родину. Однако мамлюки кыпчакского происхождения сумели взять реванш над монголами в битве при Айн-Джалуте в 1260 году. Победа кыпчаков остановила монгольскую экспансию в Юго-Западной Азии и тем самым спасла мусульманский мир от дальнейших разрушений и потрясений. Кыпчаки распространились по обширной территории Евразии, благодаря чему они сыграли большую роль в этногенезе многих народов. В результате смешения восточных кыпчаков с другими монголоязычными и тюркоязычными этносами было положено начало современному казахскому народу. От смешения западных кыпчаков со своими западными соседями произошли такие народы, как карачаевцы, балкарцы и нагайцы. Кыпчакские роды вошли в состав современных кыргызов, узбеков и туркменов, а кыпчакская кровь течет в жилах современных венгров, болгар, русских, украинцев, турков, египтян и сирийцев. Что касается кыпчакского языка, то он оказал большое влияние на формирование языков казахов, кыргызов, башкир, узбеков, алтайцев и татар. Кстати, богатая культура кочевых народов Евразии широко представлена в рамках этнокультурного проекта «Этномир», который расположен в Калужской области. Ведь когда-то этот комплекс начинался именно с воссоздания тюркского кочевого поселения с наличием аутентичных жилищ и внутреннего убранства. Сейчас же это огромный город, включающий в себя почти все культурное и этническое разнообразие земли, с аутентичными постройками и поселениями, со всеми мини-деревушками, школами, парками, отелями и ресторанами. Приезжайте туда с семьей, вам обязательно понравится. Ну что ж, дорогие друзья, наш выпуск подошел к концу. Что хотелось бы сказать в заключении сегодняшней темы. История каждого народа есть часть мировой истории. В культуре каждого народа есть особый путь в развитии человечества.
На примере кыпчаков мы увидели историю кочевого народа, который прошел путь от отдельного племени до целого союза племен, который оказывал заметное влияние на мировую политику в течение целых столетий, а затем трансформировался в культурно уже лингвистическую группу. В этом отношении кыпчаков можно было сравнить с такой звездой, которая долго светила и наконец исчезла, но при этом дала жизнь многим новым, другим звездам. Мы искренне надеемся, что вам понравился сегодняшний выпуск. Если бы вы хотели, чтобы подобные выпуски длились по времени дольше, и мы вели свой рассказ о народах более развернуто, напишите об этом в комментариях. Мы обязательно будем проводить сбор и анализ ваших мнений. А пока что, до встречи на канале Акасса. Пока!